Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, где я вам показываю свои старые масштабные копии. И не так давно я делал видеоролик, где демонстрировал неудачные модели как промышленного производства, так и ручной работы. Сегодня решил вам показать хорошие образцы, которые конкурентоспособны и по нынешним меркам. И тут представлены полноприводные грузовые автомобили от бренда Elecon. Это Урал, ЗИЛ, МАЗ и КАМАЗ. И представлены не все модели из моей коллекции. Если у вас будет интерес к продолжению данной рубрики, я покажу другие варианты окраски и исполнения этих грузовиков. И эти машины покупались в разный период, уже не вспомню когда, где и за сколько я их покупал. У некоторых машин сохранились оригинальные вкладыши с датой изготовления, у некоторых моделей они утеряны. Если вы знаете точную дату изготовления определенного автомобиля, напишите в комментариях, будет интересно узнать мне точную дату и также, я думаю, зрителям моего канала. И можете написать, какие из показанных в этом видеоролике грузовиков есть у вас, когда, где и за сколько вы их покупали. И посмотрел, эти модели есть в открытой продаже, и если говорить о новодельном Elecon, то цена на него немножко подросла. Помню времена, когда КАМАЗы продавали за 800-900 рублей, особого спроса на них не было, а сейчас эти модели продаются начиная с 2000 рублей, и их активно покупают. И начнем мы с обзора Урал в варианте самосвал, и у меня в коллекции две таких масштабных копии. Один грузовик с кабиной бежевого цвета, второй с кабиной серого цвета. И первый вариант, к сожалению, у меня зачумел. Тут очень много трещин на кабине, но кабина пока что держится и особо детали не поменяли свою форму. Обычно, когда модель чумеет, детали раздувает, они гнутся, а тут вроде бы все ровненько. Ну, я наблюдаю за этим грузовиком. Пока что он стоит на протяжении нескольких лет без особых изменений, но попадаются более крупные трещины. Видимо, все равно процесс необратим, он потихоньку идет. И я думаю, эта модель через 5-6 лет начнет сыпаться. Ну, тогда уже посмотрим, что с ней можно сделать. И у грузовика поднимается кузов, правда, не на максимальный угол, потому что гидроцилиндр ходит довольно туго. Также у грузовика открывается капот, присутствует плашка двигателя, и воздушный короб установлен на пассажирское крыло. На модели с обычной грузовой бортовой платформой воздушный фильтр находится под капотом. Также отдельные зеркала заднего вида, правда, детали очень хлипкие, могут легко сломаться при неаккуратном изъятии модели из оригинальной коробочки. Также у этого грузовика рабочая балансирная тележка, вращаются карданные валы и указан прототип. И на этой модели написано Урал 4520, масштаб 1 к 43. На втором самосвале другой индекс, я тоже вам покажу его чуть позже. И мне нравится, как у этого грузовика сделаны задние фонари. Правда, полностью фонарь в одном цвете, при желании можно обозначить поворотники оранжевым лаком. И покажу вам второй Урал в лучшем состоянии с кабиной серого цвета. Точно такая же модель. Эта машина покупалась чуть раньше, чем первый грузовик, и как раз тут на кабине вы можете видеть другой индекс. Урал 555-71, масштаб 1 к 43, и присутствует значок Elecon. Кузов точно такой же по цвету. И интересно то, что на предыдущей модели кузов без каких-либо признаков цинковой чумы. Кабины я на грузовиках не менял. Показываю их в таком виде, в котором приобретал в коллекцию, когда эти машины были в новинку. Следующий грузовик — это еще один Урал, сидельный тягач. Это самый последний Урал от Elecon в моей коллекции, и машина уже более поздних годов выпуска. Тут глухая решетка, без сквозных отверстий, точно такая же плашка двигателя, точно такие же зеркала заднего вида, и покраска кабины на этом грузовике более-менее аккуратная. Правда, видны очень большие заусенцы на кабине, также расшивка уже
плохо просматривается. Видно, пресс-форма совсем износилась, и ее попросту не ремонтировали. И сейчас самые последние Уралы я видел в продаже, у них кабина чуть лучше, но тоже она косая кривая с большими щелями. И вот так выглядит нижняя часть. Точно такая же балансирная тележка, короче рама и отсутствует лебедка на задней части. И давайте я вам покажу последний Урал, самый ранний в моей коллекции. Очень симпатичная модель, она полностью комплектная, но, к сожалению, немножко повредилось только красочное покрытие. На капоте нужно будет подобрать краску и подкрасить. Вот так выглядит плашечка. Другие зеркала заднего вида, присутствует фароискатель с водительской стороны. Также в кузове спрятан карданный вал, я его не устанавливаю на нижнюю часть, потому что эти детали бывают выскакивают, и когда не углядишь, деталь попросту теряется. На ЗИЛ-131 я потерял один кардан и до сих пор не могу его найти. Нужно будет, скорее всего, подбирать замену. И давайте как раз посмотрим ЗИЛ. Это довольно старая масштабная копия, еще с неправильным оформлением решетки радиатора. У грузовика открывается капот, что-то похожее на двигатель. У этой модели уже лучше проработка мелких деталей. Например, тут фароискатель с прозрачной линзой. Также установлен небольшой огнетушитель. Вот так выглядит кузов. Отлично проработана ходовая часть. И как раз отсутствует один карданный вал. Не знаю, может где-то он и лежит, но пока что я не нашел этой детали. Уже на протяжении 5 лет все веду поиски, и пока что на глаза она мне не попадалась. Покажу вам еще один ЗИЛ-131, только в пожарном исполнении. И это модель раннего периода. У меня в коллекции есть новодельные экземпляры, тоже его покажу после этой модели. И у этого грузовика открывается капот. Правда, покраска не очень аккуратная и надстройка из пластика, окрашенного в массе. Также тут установлена небольшая лестница. Ходовая часть точно такая же, как на предыдущем ЗИЛе. И не очень хорошо смотрится защита на фарах. Во-первых, она установлена неаккуратно, и тут довольно массивные решеточки. Можно заменить на детали из фототравления, но не вижу смысла. Они будут смотреться инородно на этом грузовике. И покажу вам второй экземпляр. У него немножко отличается цвет кабины, более яркий, а надстройка точно такого же цвета. И особой разницы у этих моделей нет. И посмотрел, сейчас эти пожарные автомобили продаются за 1800 рублей. В некоторых местах, может, чуть дешевле, в некоторых чуть дороже. И почему-то на этом грузовике не открывается капот. Видимо, модель собирали свежевыкрашенной, и он попросту вклеился. Следующая модель, которую хочу вам показать, это КАМАЗ-4310. Довольно старая масштабная копия, но не самая ранняя. У этой модели не поворачиваются передние колеса. У меня в коллекции есть еще один такой КАМАЗ с поворотным мостом. И был один КАМАЗ в варианте ООН. И, к сожалению, белая модель полностью рассыпалась, где-то лежит в виде набора запчастей. Если у вас будет интерес, поищу эти детали и покажу в отдельном видеоролике. Съемный тент, присутствует карданчик, не стал его устанавливать, уже по объясненным причинам. Детали попросту иногда выскакивают, теряются. Отлично проработана балансирная тележка. И задаюсь вопросом, почему на современных дорогих моделях не могут реализовать рабочий механизм. Ничего сложного нету, но как улучшает вид модели рабочая ходовая часть. Также вращаются карданные валы. Вот так выглядит задняя часть. И еще один КАМАЗ, только в двухосном исполнении. Точно такой же кузов, точно такой же тент. Отличается только задняя балка, карданный вал, и как раз можно посмотреть, как реализован поворотный механизм. Ничуть не хуже, чем на более дорогостоящих моделях от Дипа и других брендов. И у этого грузовика подъемная кабина.
И покажу вам еще один КАМАЗ, который, к сожалению, тоже подает признаки цинковой чумы. Облупилась краска, появились микротрещины, но сам грузовичок довольно симпатичный. Кабина со спальным отсеком, установлен прожектор с водительской стороны, кабина тоже должна откидываться. И вентиляционный грибок зеленого цвета, на первом КАМАЗе почему-то эта деталь была белая. И точно такая же рабочая балансирная тележка. И два последних грузовика — это полноприводные военные МАЗы. Уже новодельные масштабные копии. Первый МАЗ у меня тоже зачумел. Я как-то давно делал на модель детальный видеообзор. И на раннем МАЗе устанавливал дополнительные топливные баки, потому что тут их нету, а на настоящем грузовике они должны быть. Эта модель в свое время продавалась за 1900 рублей. И сейчас эти МАЗы встречаются в открытой продаже в разных вариантах окраски. И также я в дополнение к этому МАЗу взял пожарный вариант. У него другая надстройка и кабина выкрашена в красный цвет. И пишите ваши комментарии, понравились ли вам данные грузовики, что вы думаете о моделях от производителя Elecon. Стоят ли эти модели в нынешних реалиях своих денег, какие модели есть у вас. Не забывайте подписываться на мой второй канал, там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики. И также жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видео на этом канале. На сегодня это все, до новых встреч, пока.